Всем привет! Сегодня я решил перебрать находки за 2 сезона и выбрал украшения для конской упряжи. Видим, выбрал неодинаковые виды конины. И вот сколько еще одинаковых попалось. Перейдем к описанию этих украшений. Считалось, чтобы уберечь коня от нечистой силы, на конской сбруе обязательно должны быть украшения. Источник этого поверья неизвестен, но люди действительно верили в это. Со временем все эти предметы попадались в земле по разным причинам. Изготавливалось все это в кузницах из меди, латуни или бронзы. Примерно со второй половины XIX века их стали изготавливать и на производствах. У элементов упряжи очень много разновидностей, сегодня поговорим о некоторых из них. Череседальники – довольно частая находка в полях, представляет собой скобу с основанием. Само изделие крепится на седелке, через его кольца пропускаются ремни, удерживающие оглобли, которые и называются череседальниками. Отсюда и пошло название данной части упряжи. Сейчас я вам покажу часть череседальника. Вот они, вот такие части. Вот. Верхняя часть, так сказать. Душка. Вот здесь еще сломанная попалась. И эти части вот, череседальники. Но прикреплю фотографию полностью, как это выглядит обязательно. Как это будет на седле выглядеть. Перейдем дальше к кольцам. Кольца служили для соединения и разделения ремней, а также крепления некоторых других элементов амуниции коня. Кольца вот, видим, вот такие были. Ну, понятно, простые кольца. Просто немного разных размеров. Немного, видите, подремни разные немножко. Ну, а так... Кольцо есть кольцо. И сейчас используют упряжи. Вот ремешки рядом лежат. Вот такие ремешки здоровые были. Наверное, были еще больше. Я думаю, встречались кому-то. Вот даже вот такой красивенький ремешок. С нарезкой такой интересный, медный. Вот даже вот такие сохранились. Вот видите, маленькие, большие, разные формы ремешки. Накладки еще встречаются на конской упряжи. Вот такие разные на ремне. Вот так. А вот еще накладочки такие интересные. Ну, это вот эти уже ближе к СССР, потому что вот выполнены никелем покрыты. Вот даже штемпель есть. И L или D. Как видно. Вот такой. Что еще у нас соединяли ремни? Вот такие части. Это у нас на лобной части у коня находилось распределитель ремней, что-то такое. Точное название не могу вам сейчас сказать. Вот они. Сломанные вообще есть. Большой. Вот есть очень маленький. Это на лобной части у коня находилось. Бляшки, круглые фигурные пластины, крепились на сбрую для красоты, а также служили разделителем ремней. Бляшки больших размеров, как правило, бронзовые, средние по диаметру, выполнялись из латуни, реже из меди. Ну, не знаю, как насчет из бронзы, ну, медные, латунные попадаются, в основном латунные. Вот видите, вот такие. С такими нарезками разными попадаются. Есть просто круглые, типа пуговицы, как бы выглядят.
только здоровые. Есть толстые, есть тонкие. Вот со звездочками есть вот такие. Называют их еврейскими почему-то. Не знаю, наверное, из-за звездочек. Вот. Есть маленькие. Вот видите, такие маленькие. А есть вот попалась вот такая конина. Ну, можно сказать, слонина. Потому что размеры, видите, какие большие. Очень большие. Громадные, можно сказать. Ну, я думаю, кому-то попадалось, наверное, еще больше. Перейдем, наверное, к колокольчикам и бубенчикам. Самые, конечно, привлекательными считаются колокольчики. Своим звоном радовали хозяина и проходящих. Иногда на колокольчиках встречаются надписи или номера, обозначающие мастеров или места производства. В основном находят колокольчики в ломаном состоянии, так как они очень хрупкие, что мы и видим в результате. Ну, вот такой результат, видите, часто тоже, ну не часто, но находим разбитые колокольчики, части от них, от бубенчиков части разбитые находим. Видите, какие они тонкие. Ну и представьте, что они быстро ломались. Но мне повезло, и нашел я целый колокольчик. Видите, какой красавец, маленький, поддужный, походу. Видите, красавец какой. Ну, без язычка, язычок, видать, железный, сгнил и отвалился. Это целый. Бубенчики в основном верхнюю часть находим. Нижняя, видать, разваливается. И мы только части находим, есть только. Есть вот с позолотом. Вот даже с цифрой есть, шестерка, видать, размер бубенчика. Может быть, это не точно, правда, информация, но мне кажется, это 6-й размер бубенчика. Большая часть элементов украшения упряжи ценности никакой не имеет, за исключением колокольчиков. Остальные представляют определенный интерес только для ценителей, хотя я думаю, что есть и настоящие коллекционеры данного вида находок. Ну, некоторые делают еще панно из бляшек в этих, конин, можно сказать, да, из ремешков там. Красивые панно. Я прикреплю фотографии обязательно с панно. Некоторые делают упряжи, восстанавливают, как раньше выглядели. Вот, и используют даже бывает в каких-то реконструкциях, еще в каких-то действиях. Вот. Ну, все, что хотел, думаю, рассказал, что знал. Всем пока, до следующего видео. Не забываем ставить лайки, подписываться, комментировать.